Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Лидер Северной Кореи запретил своим гражданам... это уже звучит весьма заманчиво, правда? Что же он запретил? И что вообще запрещено? И какие странные законы есть в других странах и запреты? Давайте-ка с вами попробуем в этом разобраться и посмотрим, что в какой стране запрещено. Это на самом деле довольно-таки любопытно, интересно и даже немного весело. Вообще, Ким Чен Ын славится своими жесткими мерами в отношении жителей государства. В этот раз северокорейского лидера обеспокоил внешний вид граждан. Он уверен, что капиталистическая мода может привести к свержению режима. В связи с этим руководитель КНДР объявил вне закона один из самых популярных предметов одежды. Ким Чен Ын запретил гражданам Северной Кореи носить джинсы. Но, к счастью корейцев, не все модели, а только рваные и узкие. Кроме скини, под запрет попали другие атрибуты образа. Теперь местным нельзя носить пирсинг, красить волосы в яркие цвета, делать экстравагантные прически. Со стрижками вообще все тут строго. Жители могут выбирать из нескольких исключительно разрешенные государством прически. Скажу больше, жителям Северной Кореи обоих полов доступны лишь по 15 вариантов причесок. Их всего лишь для женщин 15. Кстати, услуга по окрашиванию волос полностью отсутствует и запрещена. Мужчинам также разрешены 15 видов причесок. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Tú, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera que adentro la vende paellera. Как по мне, так все прически какие-то одинаковые. Ну да ладно, таковы реалии диктаторского режима. Влияние злобного Запада на местную северокорейскую молодежь прокомментировала государственная газета КНДР. История преподала нам жесткий урок. Страна может стать уязвимой и обрушиться, как сырая стена. Какой бы экономической и военной мощью не обладала, если не будем придерживаться собственного стиля, видимо, причесок. Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и делать все возможное, чтобы избавиться от них, говорится в статье. Но, как оказалось, не только КНДР есть странные запреты. В других, менее, так сказать, диктаторских странах тоже есть свои необычные и весьма странные запреты. Так, например, в Сингапуре нельзя покупать и продавать жевательную резинку. А злостные нарушители, брошившие, так сказать, резинку на улице, будут обязаны выплатить штраф в $500. Ну, на наши деньги где-то в районе 35 тысяч. Представляете? Мусорить нельзя и в США. Точнее, можно, но это очень дорого. Штрафы за мусор в общественных местах в США огромные, а следят за чистотой весьма бдительно. Даже если вы едете по пустой вроде бы дороге, не бросайте ничего из машины. За вами может следовать полицейский патруль. В Америке довольно много странных табу, которых нарушать не стоит. А власти Австралии тоже запретили своим жителям носить определенные предметы одежды. Но это ограничение звучит, мягко говоря, странно.
мужчины в Мельбурне не могут появляться на улице и в общественных местах в платье без бретелек. То есть с бретельками можно, правильно? Тьфу ты, блин. А на острове Капри в Италии действует запрет на ношение громкой обуви. Таким необычным образом местные власти защищают общественную безопасность. И это не шутки. Из-за слишком громко шлепающих сланцев уже арестовали некоторых туристов. В России тоже есть свои странные запреты. Например, в России полностью запрещена продажа кружевных трусов. Женское кружевное белье якобы не соответствует неким действующим в стране техническим нормам. Просто кошмар какой-то. Мало того, вы знали, что есть закон в некоторых частях России, запрещающий йогу. Чем йога провинилась, я не знаю. Да и в Украине тоже есть нечто странное. Например, закон о дорожном движении, который предусматривает, что в начале и в конце смены медик должен осматривать водителя. Ну, например, водителя автобуса. При этом в рабочем кабинете обязательно должен быть письменный стол, стулья и, внимание, ковер. Именно. Наверное, на стене, может на полу, может быть на стуле, может на столе. Ну, не знаю. Ковер. Да, ковер наше все. А, например, в Беларуси государство настолько заботится о своих гражданах, что даже укладку пола в собственной квартире следует согласовать в исполкоме. Чтобы получить разрешение, нужно подать специальный проект и подтвердить, что совершеннолетние члены семьи не против замены, например, линолеума на ламинат. Да и в Казахстане закон запретил, например, полицейские жезлы. Да, вы не ослышались. Такому нововведению не рады, между прочим, и граждане, и полицейские. Одним сложно регулировать без волшебной палочки движение, другим просто непонятно, что имеет в виду регулировщик. Да и теперь не разберешь, нарушил ты правила дорожного движения или полицейский просто таксует. Непонятно. Вот такие вот странные и непонятные табу, запреты и законы в некоторых странах мира. Порой вводят в ступор такие законы. Да. Пишите, что думаете в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World и увидимся в следующем выпуске. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.